Приветствую всех на канале Debugger Guardsman. И сегодня у нас очередной ролик о сборке, состоящий из двух частей. Первая часть будет пехотная часть набора Astra Militarum. В нее входят 10 пехотинцев, комиссар и Heavy Weapon Team. Во второй же части мы будем собирать Battle Tank Leman Russ, но это будет во второй части. Итак, поехали! Итак, естественно, после более или менее удобной и относительно быстрой сборки сционов, я решил, что с куда менее детализированными и более простыми минками гвардейцев проблем возникнуть не должно. И в какой-то степени это так, но возникли непредвиденные моменты, и о них подробнее дальше. Ну что ж, приступим. По обыкновению упускаю подготовительный этап с мытьем литников. Перехожу непосредственно к началу сборки. Решив, что я хочу для начала собрать гвардейца вокскастера с лазганом, я срезал все необходимое с литника, а именно ноги, руки, лазган, вокс, ранец, соответствующую голову, ну и тушку, а также подсумки, гранаты, флягу и нож. Зачистив все это с помощью ножа и надфиля, начинаю склейку. Беру тушку и ранец и наношу клей, прижимаю. И тут меня ожидает первый сюрприз. Почему-то детали не схватываются с первого раза. Только после достаточно продолжительного прижимания тушки и воксранца они наконец-то схватываются. Поэтому перед тем как клеить руку, я решаю обработать поверхность надфилем, чтобы создать шероховатость, дабы клей лучше схватывал поверхности. И вот одну руку удалось приклеить, почти беспроблемно, а следом и вторую. Теперь голова, которая тоже встает сразу и как надо. Ну и наконец ноги. И тут снова проблема. Ноги, как и ранец недавно, не захотели приклеиваться. И поэтому процедура с надфилем повторилась вновь. Ну и вот он готов. Теперь подсумки и фляги, и гранатки. Сразу приклеиваю их там, где явно видно недостатки модели, щели и зазоры. Не то чтобы я не хотел залепить эти места зеленкой, просто у меня ее тогда еще не было. И поэтому изворачивался как мог. Ну и следом я приклеил подставку. И все равно видно щель между торсом и ногами. И надеюсь, что грунт и покрас замаскируют этот недостаток. А вообще очень бросается в глаза разница качества между гвардейцами и сционами. У них даже на ощупь пластик разный. Следующим я решил собирать гвардейца с огнеметом. Знаю, что в 8-й редакции они не играют, но зато это бэково и по фану. Итак, срезаем, зачищаем битцы и гоу собирать. Данный гвардеец собрался без проблем и происшествий, и поэтому я пропускаю этот процесс, дабы не затягивать видео чересчур. Ну и вот результат. Следующий же гвардеец будет с лазганом, решил я, и срезал нужные битцы и зачистил их. Ну и собственно начал склеивать. Ноги к торсу прихватились сразу и крепко, а вот с руками начались проблемы. Правая рука с лазганом никак не хотела клеиться, и лишь после зачистки и третьей попытки она прихватилась. Но аналогичная проблема ждала меня и с левой рукой. Ну и эту проблему я преодолел. Правда, все равно осталась щель между рукой и торсом, но позже я это поправлю. Голова, подсумки и подставка проблем не создали. А посему вот и результат. Готовы уже 3 гвардейца. Следующий 4-й гвардеец, как и предыдущий, тоже будет с лазганом, и весь процесс будет аналогичным, кроме того, что я сразу зачистил места под склейку надфилем. И вот рука с лазганом без проблем схватилась с торсом. Да и вторая рука тоже, только вот кривовато. И поэтому я ее отодрал и приклеил заново, уже ровнее. Дальше голова. Тоже пришлось пару раз отдирать и приклеивать по новым, ибо как прямо не хотела вставать. Ноги и подсумки приклеились отлично, и поэтому пропускаю. И вот готовый гвардеец. Имеются некоторые недочеты в виде щелей и переизбытка клея кое-где, но это поправимо. 5-й гвардеец будет с гренад-ланчером, решил я и срезал все необходимое с литника, ну и подготовил к сборке. Также просверлил ствол и уже по накатанной технологии зачистил надфилем все места склейки. И вот наконец-то сборка без проблем. Все вставало на свои места, и этого гвардейца я собрал очень быстро, и уже в конце навешал немного обвесов. А в частности подсумок и гранаты, на правый наплечник и обычный пояс с флягой, и чехлом штык под штык-нож. Ну и подставка, и все готово. Получилось неплохо, на мой взгляд. 6-й гвардеец тоже с гренад-ланчером подготовил, зачистил, просверлил и начал собирать. Торс, руки и голова без проблем. Дальше ноги и опять без проблем. Ну и обвесы с подставкой аналогично. Ну и для сравнения покажу обоих гранатометчиков вместе. Думаю, неплохо вышло.
7-го гвардейца я хотел собрать с каким-то special weapon. И решил, что будет это мельтаган. Только вот незадача. В стартере Astra Militarum нет мельтагана. Но они есть в стартере Сциона. Откуда я честно один из коммуниздил. Подготовил битцы, проселил в ствол и решил собирать. И начались первые трудности. Основная проблема состояла в том, что руки, которая левая, которая должна поддерживать мельту, попросту не было, ибо ее пользовали при сборке сционов, а гвардейские не подходили. И началось издевательство над битцами. Несколько рук, похожих на нужную, были изуродованы моими кривыми конечностями с ножом, но в итоге я соорудил что-то удобоваримое. И вот он и результат. Рука сборная из двух разных, дабы замаскировать наплечник, я туда прилепил какой-то обвес. На пояс по стандарту флягу. Ну и вроде как все. Но по обыкновению надеюсь, что покрас многое поправит. Следующий на очереди, 8-й, будет минька сержанта. И снова, дабы он был поинтереснее, я повзаимствовал некоторые битцы из литников сционов. В частности, силовой кулак, бэкпак, руку с болт-пистолетом и голову. Но с ней все не так просто. Дабы не лепить голову от сциона, поскольку это палевно, решил собрать ее из каски от гвардейца, которая есть на литнике, и головы сциона. Так сказать, конверсия. И вот спустя энное количество времени и геноцид моих нервных клеток, я собрал эту самую голову, тоже не без косяков, но смотрится по мне так годно. Ну и склеив все в кучу, можно насладиться результатом и моим покоцанным пальцем. Мне кажется, сержант более чем оригинальный получился. Дальше у нас Heavy Weapon Team. И тут я озадачился, ибо это целый скульптурный ансамбль. Склеить двух пехотинцев, орудие и все это расставить и приклеить к подставке. Но я не струсил и приступил. Взял инструкцию, литники и понеслась. Срезал, зачистил, начал клеить. Собрал первого гвардейца с бэкпаком и лазганом в руке и указующим перстом. А следом собрал стрелка с гашетками в руках. Расставил их на подставке, дабы посмотреть, как это склеивать. И, кстати, орудие решил не клеить, дабы оно было взаимозаменяемым. Ну и вот и результат. Приклеенные гвардейцы, ящик с патронами, хэви-стаберу и мешки с ножом. А вот орудия в последующем будут на магнитах. И последний в очереди, но не по важности, комиссар. Здесь я решил не оригинальничать и собрать как есть. В качестве стрелкового вооружения я решил дать ему плазмопистолет. Ну и собрался он очень просто и быстро. И без проблем. Ну и результат налицо. Для сравнения поставил его рядом с ХВТшкой. Вот вся банда в сборе, так сказать. Времени же заняла сборка много. Хотелось бы быстрее. Но на самом деле это по несколько часов, пару дней подряд. Есть, конечно, рукожопые моменты, но прошу строго не судить. С вами был я, Анатолий. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи!